А что нужно, чтобы потерять разум? Так, к нищете приводит разрушенный разум, слабый разум. А что приводит к разрушению разума? Вы должны знать ответ, вы прошли уже много семинаров. Так, привязанности, что еще? Более точно. Вожделение, зависимость. Говоря прямо, это грех, греховная деятельность. Грех – это плохо. И вот когда человек не различает, что такое плохо, хорошо, означает слабый разум. Мы знаем, что это плохо, но делаем. Почему? Слабый разум, не можем принять решение, оставить это. Яркий пример, некоторые люди говорят, не могу бросить курить. Вот уже прослушал много знаний, знаю, что нужно отказаться от этой привычки. А вот не получается, возвращаюсь снова и снова. Почему? Разум слабеет, человек не может победить привычку. То есть грех и разум очень связаны вместе. Греховная деятельность означает, что мы уже не различаем, что хорошо, что плохо. Я помню, когда одна знакомая девушка еще закурила когда-то, отец ее был сильно расстроен. Но она сказала ему, а что, от этого хуже стало? Он говорит, нет. Ну и все, она все успокоились. Это нормально, это не хорошо, не плохо, это нормально. Я хуже не становлюсь. То есть человек перестает тонко различать. Это грех. А что нужно, чтобы прийти к греху? Ведь нужно же тоже какая-то энергия. Не так просто совершить грех. Согласны? Ведь есть совесть, есть общественное мнение. А? Желание, конечно, должно быть. Грех всегда желанный. Соблазны есть, да, также. Но почему кто-то выдерживает соблазн, а кто-то нет? Перед тем, как человек совершит грех, он должен потерять что? Стыд. И тебе не стыдно? Нет, не стыдно. Это уже моя привычка, это уже нормально для меня. Сначала теряется стыд, потом совершается грех. Грех ослабляет разум и так далее. А что нужно, чтобы потерять стыд? Отказаться нужно от добродетели. Доброты. От доброты. Я больше не хочу жить ради других. Я хочу жить ради себя. Все, я научен. Хватит с меня. Я отказываюсь от этого пути. Я отказываюсь от добродетели. Как мы сказали, она невыгодна. Это трудно. Гораздо легче будет жить просто для себя и спокойно. Я отказываюсь от доброты. А что нужно, чтобы отказаться от доброты? Чтобы отказаться от доброты, нужно выбрать жадность. Жадность исходит, как мы говорим, сосед есть зависть у него, и есть ложь, два соседа. Жадность – это выбор. Я отказываюсь из-за жадности, поскольку есть природная жадность к чувственным наслаждениям, естественно, существует. Я могу сделать такой выбор. Вот в этом заключается риск. Жадность приводит к потере добродетели, заботе о других, потом потере стыда. Я так живу, у всех на глазах, забочусь только о себе, я эгоист. Затем эти эгоистические силы толкают меня к совершению греха, принимать чувственное наслаждение, потому что я имею право, это моя жизнь, никто мне не вмешивается туда, это эгоистическая позиция. В конце концов, слабеет разум, и я теряю все. Теряю отношения, теряю все. Вот посмотрите, нищий вмещает в себя, смотрите, сколько много недостатков. Мы сейчас не говорим о хитросплетениях кармы, потому что есть люди нищие, потому что они больные, там есть разные ситуации. Мы сейчас говорим просто вот эта схема, которая работает, как это связано. То есть нищий, у него есть столько недостатков, столько пороков.
Это, посмотрите, склонность всех детей быть жадными, жить для себя. У них нет стыда. Они склонны к самым плохим, отвратительным поступкам. У них не развит разум. Нищий, по сути дела, это неразвитый человек. Он остался на уровне ребенка. Он не научен отдавать, заботиться о ком-то, быть родителем, брать ответственность какую-то. Видите, он либо потерял это таким образом. И единственное, есть у него преимущество у нищего человека. Кто знает в чем? В чем его достоинство? Почему не вызывает сострадания? Ну, нет привязанности, да, но главное его качество, которое вот покоряет, в чем заключается? Его смирение. Смирение. То есть он смиренный, ему не с чем себя отождествлять. Смирение – это и есть его богатство. Или он просит, и смиренно просит, он никого не ругает, не проклинает, если ему что-то не дают. Он даже благословляет вас все равно. Он настолько смиренный, что подкупает этим. Он попрошайка. И это смирение развивается благодаря именно потерям, сильным потрясениям в жизни. Это некое, скорее, даже подавление личности, нежеланное, вызвано страданиями сильными. А что говорят священные книги? Развивайте смирение сознательно. Станьте смиренными, как нищие. Имея высокий разум, ни с чем себя не отождествляйте. Ни с богатством, ни с деньгами, ни с собственностью, ни с возможностью власти. Вот это принцип неотождествления, это смирение позитивное. К этому приводит щедрость. Вы не возгордитесь слишком сильно своим богатством, если заботитесь о нищих людях, допустим. Да? Потому что вы так поддерживаете их смирение. Отвечаете на их смирение. Не на их жадность отвечаете. Не на их недостатки. А вы видите в них что-то хорошее. Как удивительно. Это же хорошая способность. Видеть в плохом хорошее. Но нищему человеку вы не можете дать большие деньги, потому что он не способен с ними правильно вести себя. Ему нужно дать разум. Вот об этом нужно подумать. Какое же настоящее богатство мы оставим своим детям, чтобы они не остались детьми вот такими на всю жизнь, которые нужно опекать. Они зависимый разум имеют.